Какие-то осечки у него есть, которые вас не устраивают в нем? Осечек у него действительно очень много. То причина того, что возникает агрессия, это как способ что-то получить. Только я подойду к бортику, он сразу начинает играть. То есть что мы видим здесь? Что ребенок играет для отца. Я люблю тебя и принимаю тебя только тогда, когда ты чемпион. В современном мире для родителей слишком много обязательств по отношению к ребенку. Я не знаю, что делать. Батя знает у нас. Да, детдом. Да, в детдом его сдать. В детдом. И все. Когда ребенок не попадает в состав, родитель впадает в ярость. Че ты в кадр-то прешься, бездарь? Иди там хоть кому-нибудь помоги, толк от тебя будет. Допустим. Когда ребенок не попадает в состав, родитель впадает в ярость. Когда тренер не звонит, начинается заговор. А когда все плохо, виноваты судьи и нефартовая клюшка. Это Айскаст. С нами играют все. Поприветствуем наших гостей. Денис. Классический батя-осуждатор. Семенов Григорий. Молодой, амбициозный хоккеист, выпускник молодежной школы Финляндии. Здравствуйте. Абрамова Ирина. Психолог, специалист по развитию детей. Привет всем. Также с нами на связи из Москвы Печурин Владимир, спортивный психолог с научной степенью и международным опытом работы со спортсменами по всему миру. Ты что, доктор, что ли? Всем здрасте. Да, Денис, Да, блин, это ты доктор. так орешь постоянно. Тут с трибуны посиди ты. Посиди, не мешай, не мешай. Также Бондарь Екатерина, многодетная мама, задающая вопросы, на которые у нее нет ответов. Поэтому она освещает студию своей красотой. Добрый вечер. И также Киричевский Илья, тренер по хоккею с международным опытом. В настоящий момент Илья находится в должности заведующего учебным отделением в одном из клубов Финляндии. Работает с легендой финского хоккея Тимо Блумквистом. Илья, у меня сразу есть к вам вопрос. Чему вы научились от легенды Тимо? Ну, от Тима я научился, наверное, многому. В первую очередь, что главное отметить, что человек, скажем, 60+ и продолжает учиться, развиваться, просто помогает окружающим стать лучше. И что я научился у него в первую очередь, что развиваться, наверное, нужно в любом возрасте. Так, Денис, я смотрю, вам уже не терпится начать диалог. Я категорически приветствую вас. Расскажите, чем вызвано ваше недовольство по отношению к ребенку? Я смотрю, вы так его очень грациозно тут пнули из кадра. Я просто очень бы хотел, чтобы хоть кто-нибудь мне объяснил, когда он заиграет. То есть вас не устраивает то, что он не играет таким образом, каким вы хотите? Вы правильно меня понимаете. Какие-то осечки у него есть, которые вас не устраивают в нем? Осечек у него действительно очень много. Вы правильно подметили. Удар не очень клюшкой, мне кажется. Зато у вас удар очень планшетом по его голове. Надеюсь. Ну, А вы а считаете? что вы ждете? Что вы от него ждете? Что он где заиграл? Где вы хотите, чтобы он Ну, заиграл? конечно, в Расскажите. НХЛ, только до конца. В понимаешь? НХЛ? Самая высшая лига мира, НХЛ. Окей. Ну, должен играть в НХЛ. Естественно. Давайте естественно. все-таки разберемся. Денис, считаете ли вы справедливым такое отношение к своему ребенку? Конечно. А почему вы считаете, что это отношение несправедливо? Как Екатерина прокомментирует она? Это нормальное поведение? Нет, ненормальное. Я считаю, что ребенок выглядит униженным и потерянным, но точно не как хоккеист, уверенный в себе человек. Ну, да. А я думаю, что под таким давлением просто сын будет делать это в угоду родителю. И перестанет получать удовольствие. Я просто не вижу, каким образом он услышит тренеров. Ну, это ваше видение, конечно, да. Ну, конечно, да. Да, это мое видение. Абсолютно верно. Ваше мнение, Денис, таковое, что ваш ребенок является вот таким лентяем, лодырем, разгильдяем, назовем это так, да? Совершенно верно, вы правильно подметили. Как с языка сняли. Я считаю, что ребенок должен получать от вас не только финансовую поддержку, но и эмоциональную. Раскройте нам, как вы ругаете его за что? Ну, только что били его. Вот, да, то есть действительно это со стороны очень видно, что с эмоциональной точки зрения поддержка не очень-то и прослеживается, так скажем. Потому что ребенок действительно выглядит
потерянным. Я бы даже сказал, растерянным. Мне кажется, он выглядит счастливым. Ну вот мы и разберемся, насколько он счастлив. Хорошо, давайте спросим еще. Вот Катя, например, в чем проблема современных детей? Ну, я считаю, что проблем очень много у детей на сегодняшний день. Они ленятся, они ничего делать не хотят, они не реагируют ни на какие просьбы родителей. И мне кажется, что это как раз-таки, наверное, гаджеты влияют на детей в современном мире. Вот. И я еще думаю, что главная проблема современных детей – это, скорее всего, неуважение к родителям. Я не знаю, по причине чего это происходит, но по опыту нас так не воспитывали. Я не понимаю, в чем вообще проблема. Почему так происходит, что мы уважали своих родителей, а наши дети не уважают, хотя мы их пытаемся воспитывать должным образом. Вот. Очень хорошая тема, и я здесь хочу обратиться к Владимиру. Доверительные отношения с ребенком, они начинаются с доверия к самому себе, к своим словам, к своим действиям. То есть если мы видим, что взрослый, например, говорит, что я, не знаю, встаю и буду бегать по утрам, а этого не делает, то, соответственно, он нарушает свои постулаты, свои решения, свое доверие к самому себе, оно пропадает. Или условно, я не ем сладкое после 6. Какие-то простые, банальные вещи. И, соответственно, их не выполняет, то пропадает доверие к самому себе. Оно происходит на подсознательном уровне, это можно даже не заметить. Но, соответственно, это потом проецируется на ребенке. И когда папа, условно, лежит на диване, пьет пиво и ест чипсы, смотрит телевизор, а ребенку говорит, нужно заниматься спортом, то какое здесь может быть доверие, если ты буквально транслируешь ребенку о том, как ведет себя твой папа, тот человек, кто глава семьи, тот, кто главный здесь. Соответственно, ребенок, естественно, будет сопротивляться, и у него очень много будет противоречий внутри. А почему я должен, а ты не делаешь? Да? Замечали такое? Дети часто очень задают такие вопросы. А почему вы не делаете, а я делаю? Они на самом деле очень прямолинейные дети, и они напрямую вас об этом спросят. Поэтому, отвечая на вопрос, как выстроить отношения доверительные с ребенком, перестать с ним конфликтовать, это разрешить конфликты с самим собой. Вот эти внутренние противоречия, надо, не надо, хочу, но не могу, еще что-то. То есть начать смотреть не на ребенка, а на самого себя. Потому что в такие моменты, когда происходят конфликты с ребенком, то есть какой-то конфликт с самим собой. Большое спасибо, Владимир, вам за ответ. Хотелось бы задать вопрос Григорию. Как вы выбрали секцию? Как вы вообще начали тренироваться? Я начал тренироваться достаточно в малом возрасте. Еще до школы я занимался разными видами спорта, хоккей, кикбоксинг, и все это вместе совмещал. И после этого Здесь опасно я сидеть. пошел в школу, в 1 класс, и это было уже достаточно сложно совмещать и школу, и хоккей, и кикбоксинг. И мы ехали, я помню, когда я был маленький, мы ехали с папой в машине после кикбоксинга тренировки, и он мне задал вопрос лично, то что чем ты хочешь дальше заниматься, потому что сейчас уже очень мало времени на все увлечения, и тебе надо выбрать только один, чем ты будешь заниматься. Он мне дал время подумать, каким спортом я буду заниматься, и я сам лично выбрал решение заниматься хоккеем. Диалог с отцом у вас непосредственно был. Да. То есть всегда общались. И, соответственно, хотелось бы еще спросить, было ли вам лень тренироваться или было ли какое-то нежелание, например? Лень тренироваться мне никогда не было. Мне очень сильно нравится сам процесс тренировок, само развитие и как все устроено, коммуникация в команде. Мне такого, чтобы лень было, мне не было. Гриш, а вот сколько тебе лет было, когда ты окончательно определился, что ты хочешь заниматься именно хоккеем? Но это было, когда все дети поступают в 1 класс, это было 7 лет мне тогда было. То есть ты осознанно пришел к этому выбору? Да, Или все-таки отец тебя как-то направил? Нет, он мне просто, мы ехали после тренировки, и он мне задал вопрос, надо сейчас уже определяться, чем ты хочешь заниматься, и он не будет мне... Неплохая память у Гриши, между прочим. Он мне не будет что-то говорить, какой лучше, какой этот, просто чтобы я сам принял решение. Так а сколько лет тебе было? Когда 7.
7 лет. 7 лет. То есть, а в другие секции ты ходил, то есть ты не задумывался о том, чтобы там остаться? Или как это произошло? Но я задумывался, но мне как-то больше нравился хоккей тем, то, что там и как работа в команде, и какая-то импровизация тоже, и сама идея всего этого мне очень нравилась, чем другие виды спорта, какого-нибудь там кикбоксинга, где надо просто драться или что-то. Мне больше нравился хоккей. Это только доказывает одно, что, по сути, Гриша вырос, и даже те ошибки, которые были допущены при его образовании, это там была ранняя специализация. То есть его сделали защитником в 7 лет, где сейчас современная школа предпочитает это делать не раньше 12 лет, никак не раньше, а то и в 13, иногда и в 14. И я считаю, что это его, конечно, притормозило в развитии, но сейчас он работает над этим, и я уверен, что все будет в порядке. С ментальной стороны не было никакого давления, человек сам выбрал спорт, то есть ребенок выбрал спорт, в нем вырос, и с поддержкой родителей, то есть эмоциональной, финансовой, там, не знаю, физической в юности, наверное, тоже. Ну, физической трудно сказать про спорт, потому что когда ты выходишь в контактный спорт, наверное, какой-то физической защищенности ты уже не почувствуешь. Я не знаю, может быть, Владимир даст еще по этому поводу комментарий. Что вы думаете, Владимир? Способствует ли это развитию спортсмена? Вот именно такой подход. Ну, если мы смотрим на сторону давления, да, то там, где родители давят, а под давлением мы понимаем, да, это определенные там требования, сверхтребования, да, требования соответствовать тем ожиданиям, которые есть у родителей. Ну вот мы только что видели сейчас пример вот на Артеме, как вот отец относится к нему. Это же совсем разные точки зрения. Там, где было право выбора, давали ему выбрать, что ты больше хочешь, это или это. Это был правильный подход, я считаю. И это хорошим будет таким подспорьем для его дальнейших тренировок, его развития. Ну, а вот что скажете вкратце про ситуацию с Артемом и с его замечательным родителем? Как быть в этой ситуации? То есть вы правильно сказали, что надо начать с самого себя, ну а что бы вы посоветовали, если ребенок стал, так скажем, самостоятельный или можно назвать совершеннолетний? После такого воспитания, как вы видите, какая будет у него реабилитация, так сказать? Восстановление его ментальной части, как личность. Ну, вы про тот случай, где было рукоприкладство, правильно? Да. Физическое насилие, да, рукоприкладство, это всегда позиция сверху, это такое доминирование, где я выше, да, ты ниже, я лучше, ты хуже. И на самом деле здесь реабилитация в дальнейшем будет очень сложная, потому что если есть рукоприкладство со стороны родителей, да, например, отца, как сильной фигуры, да, сильного взрослого по отношению к ребенку, то он буквально внушает ребенку, как нужно вести себя со своими детьми, как нужно вести себя со своими подопечными, если вдруг он станет тренером, да, этот спортсмен. Ну и, соответственно, такая модель поведения, она просто потом воспроизводится, потому что другой загрузки нет, по-другому не видно было, по-другому не было загружено данных, как по-другому себя вести. И такое враждебное поведение, оно потом проявляется и в коллективе. Соответственно, если мы берем, да, хоккей, это коллективный вид спорта, очень сложно будет, потому что это постоянные конфликты, драки где-то в раздевалке, да, с другими спортсменами, потому что этот ребенок привык, этот спортсмен привык к насилию. То есть и он, соответственно, будет это транслировать во внешний мир к окружающим людям, которые вокруг него. Спасибо вам большое за развернутый ответ. Вы знаете, Владимир, если конкретно говорить о моем сыне, вот я как отец, я считаю, что он очень сильно ленится. Я хочу, чтобы он впахивал по полной программе. А он мне впаривает, что гаджеты какие-то ему интересны, игры там компьютерные и так далее. И мы не находим вот эту вот волну общения, вот одну волну, на которой мы могли бы понять друг друга. Давайте перефразируем. Денис задал вопрос по поводу гаджетов. Ирина, разъясните, пожалуйста, как понять, есть ли у ребенка, в принципе, зависимость от гаджетов, и как его вытаскивать из этого, из экрана в моменте? Послушав Дениса, мы слышим, что ребенок растет в определенной среде.
в среде, которая оказывает давление. И, например, в данном случае это может быть убегание в гаджеты от этого давления, и там ребенок находить расслабление. То есть если мы будем брать вот именно отца, как в пример. На ваш вопрос, как понять, есть ли зависимость от гаджетов? Ну, давайте рассмотрим несколько критериев, я расскажу. Например, первый. Ребенок, у него нет самоощущения в период того, когда он находится в самой игре. То есть он не понимает, у него нет чувства голода, да, он не понимает, мы спрашиваем, хочешь есть или нет, он этого не ощущает, и саморегуляция, следовательно, страдает от этого. Екатерина, у вас дети играют в гаджеты? Да, все играют, все трое играют в гаджеты. А как вот происходит вот этот момент, например, когда они хотят есть, они останавливаются в этот момент? В процессе игры я даже пыталась, у меня были такие ситуации, что, например, у меня младшему ребенку 7 лет, и вот когда он играет, я, например, пыталась позадавать какие-то вопросы, например, из серии, там, ты можешь рассказать, какого цвета эстонский флаг? И он параллельно играя, он мне отвечает на эстонском, какого цвета эстонский флаг. Ну, то есть, в принципе, я не знаю, считается ли это зависимостью или нет. И, в принципе, я наблюдала тоже такие моменты, что есть такое, что положил планшет, пошел, я голодный. Да. Я хочу покушать, да. Да, сразу. То есть мать подходит, спрашивает, ты хочешь есть? Он говорит, нет. Как только убирают планшет, он сразу, хоп, я хочу есть. То есть это показывает то, что в этот момент он не отстреливает, что с ним происходит. Также это когда мы забираем планшет, и ребенок дает какую-то реакцию эмоциональную, например, агрессию. Или, наоборот, апатия у него. Агрессию тоже замечала, есть такое, да, то есть уже начинается со временем. Да, это означает, что сильное влияние идет на психику. Это прям злость, планшета. это прям эмоции, это вот прям вот настолько, что тоже иногда хочется леща дать. Ну, ты ничего, Да. я не могу объяснить, я не могу правильный подход найти для того, чтобы действительно ребенок отказался от гаджета в данный момент именно адекватно. То есть действительно у меня у самой начинается какая-то злость, и хочется прям там накричать, но я не знаю, как с этим справляться. Вот вы, может, подскажете. Ребенок будет спокойно оставлять планшет именно тогда, когда его психика готова к этому. То есть, возможно, он пересидел, чуть больше посидел, и он еще не готов был, да, там, по возрасту или по его личному формированию психики столько там находиться. То есть нужно искать вот этот баланс обязательно. Но он присутствует, я уверена в этом. То есть я никогда не против гаджетов. В них можно сидеть, и нужно, это наша жизнь, но нужно искать все время вот этот баланс и наблюдать за ребенком, смотреть, как он себя чувствует, и от этого уже регулировать время и во что он там, что он играет, что он смотрит. Ну, то есть вы считаете, делает. для каждого возраста есть определенное количество времени, которое ребенок может проводить за гаджетом? И времени, и контента. Денис, есть ли у вас какие-то вопросы? Естественно, Может, есть, уже давным-давно. Вот этот вопрос, который касался детей до этого, я вот хочу знать, а если, такая проблема существует, что ребенок сидит в гаджетах постоянно, это не может быть изначально проблемой родителей, которые изначально показали этот гаджет, позволили какую-то часть времени сидеть в этом гаджете, ребенок получил, соответственно, какую-то зависимость от этого, и родители потом как бы жалуются, начинают друг другу жаловаться, якобы вот мой ребенок много сидит в гаджете. Ну вот изначально как это зародилось? Нужно смотреть от истоков, мне кажется. Безусловно, на поведение ребенка нужно всегда смотреть, исходя из того, как родители себя ведут, как, между прочим, нам уже об этом рассказали, как родители себя ведут или какие у них внутри межличностные взаимоотношения в семье. Потому что в гаджеты дети также могут уходить, если они не чувствуют поддержки, любви и тепла. Это может быть, а еще может быть, что родитель не может дать компетентную замену. Что делают часто родители? Забирают, все, сиди, займись чем-нибудь там, делай, что хочешь. Ребенок в шоке. А если ему 4-5? Он еще чуть-чуть... Сейчас дети очень плохо могут себя самозанять, скажем так. Родителю нужны инструменты дать для этого какие-то. Если мы говорим про хоккей, пускай это будет клюшка дома, пускай это будет какой-то мяч. То есть вы забираете гаджеты, но у вас есть среда, где ребенок оглядывается по стенам и такой... Беру клюшку. Просто потому что нечего делать. Тын-тын-тын, и уже такой, а уже в шлеме, а уже где-то на тренировке. И вот как-то вот таким образом. Видите, вы затронули такую тему, как вот ребенок сидит в гаджете, и вы у него его забираете, правильно? Безусловно. Нужно регулировать. Это то же самое, как вот, я не знаю, какой пример сказать, что вы сначала что-то даете, а потом забираете. Это тоже же как бы изначально родителей проблема. Вот давайте я задам вопрос, который объединит все вопросы. Вот давайте представим школу,
которая хочет наложить ограничения на использование гаджетов в раздевалках. А с какого возраста конкретно и какие ограничения адекватно можно наложить, чтобы выстроить систематизацию, чтобы это правило было системным, правильным по возрасту, по группам и не мешало развитию спортсмена? Да. Вот, я хочу услышать очень. Отлично. Я считаю, что с любого возраста это все зависит от школы, да, то есть если у вас такое правило, и я считаю, что его нужно вводить и в обычные школы, и в спортивные школы. То есть если ребенок Со сюда скольки, приходит, ему это там просто не нужно. Если мы имеем тот момент, что ребенок, приходя в раздевалку, садится в телефон, то первое, вопрос к тренеру, да, что там такое произошло, что ему сейчас захотелось туда уйти, Но они убежать. всегда там сидят. Вообще, как вопрос Но значит, к тренеру, не было что? регламента такого. Не было, да. Да, Вот то есть я надо спрашиваю, взять- как надо сделать. Не было регламента. Я Зачем хочу вообще его... телефон брать на тренировку? Вот это непонятно. Ну, а Телефон? как он будет звонить маме, чтобы его забрали? Телефон Ты должен. не даешь ему телефон, ты что, как он? Значит, нужно сделать какие-то условия, где дети, Мы если об это этом мешает, и говорим. да. А я от этих условиях. Телефон Какие сдаем, ограничения, после с какого- тренировки С какого получаем. возраста? Нет, есть же определенное время, когда заканчивается тренировка. То есть, Нет, я имею в виду раздевалки. Здесь Лучше- был конкретный лучше- вопрос про раздевалки, возраст. В каком возрасте какие ограничения адекватно накладывать? Лучше всего изначально договориться и с родителями, и с детьми. Родители. Обязательно через родителей. Так. Все-таки телефон — это уже такая близкая часть к нам, ко всем, да? И иногда детям или подросткам особенно нужно объяснить, почему это. Да, есть тренер, но также хорошо, если семья поддерживает, да? Когда тренер и семья работают вместе, семья объясняет, вот ты идешь на тренировку, там такие правила, и будет так. Все, тренер делает это там, и все отлично, все прекрасно. И еще один маленький момент, наверное, нюанс нужно сказать, что и тренер не сидит в телефоне. Ну, это понятно. Мы, опять же, Владимир только что сказал, покажи своим примером. Я это прекрасно понимаю. Но у меня тогда вопрос такой. Разговаривать надо с родителями каждым один на один, или можно собрать общее большое собрание, скажем, всей школы, клуба или, не знаю, организации и попробовать донести это... Екатерина, вы были бы против того, чтобы ребенок был на тренировке без телефона? Нет, абсолютно нет. Я вообще считаю, что, в принципе, это нормальная тема — запретить гаджеты на территории школы, на переменах. Потому что дети, честно говоря, у них абсолютно внимание сдвигается в другую сторону. И потом очень сложно переключить свое внимание либо на тренировку, либо на те же самые занятия. Я не знаю, как это, честно говоря, организовать. Это уже, наверное, не наша проблема, да, именно сама организация этого процесса. Но я абсолютно не против, я за, и я всегда это буду поддерживать. Но, опять же, я не против гаджетов и их использования, как мы уже говорили. И по своему опыту добавлю, что все-таки многие родители за это. И многие родители хотят, чтобы дети поменьше сидели в гаджетах. Следовательно, они иногда для этого и отправляют их куда-то. Следовательно, у меня вопрос тогда: собрание на каком уровне проводить? Лично с родителем один на один, так скажем, либо с группой 20-30 человек, либо в контексте всей школы проводить большие собрания. То есть можно их объединить, всех этих детей, начиная, допустим, с 6 до 18 лет? Да, Можно конечно, объединить этих конечно, родителей? конечно. Можно, да? Именно родители. Но, не знаю, Именно родители, чтобы в каждой объяснить. школе по-своему собрания проходят, да? У кого-то там классами, у кого-то общее школьное собрание. Как это у вас происходит на этом собрании, сообщите. Если мы берем какое-то современное учебное заведение, оно же систематизировано. У нас такого нет, что у нас какая-то школа внутри школы. То есть у нас, все открыто. Почему? Мы можем собрать всех родителей, можем группами. Вопрос к вам, как специалисту, что эффективнее, а не как проводится в школах. Как проводится Эффективнее, Да. если скажет директор, а потом тренер еще напомнит. В общем, все проблемы в этой ситуации ложатся на плечи тренера. Сложный вопрос, конечно. Да, но если все-таки подвести общий итог по поводу гаджетов, все-таки вы за, чтобы ограничивать внутри хоккейных школ, институтов, но умеренно, то есть получается, да? Нет, я за то, чтобы ограничивать умеренно в жизни, а в школах и институтах вовсе убирать. Вовсе убирать, Да. включая и хоккейную среду тоже, соответственно, Конечно. именно спортивную. А может быть, можете как-то прокомментировать, подвергается ли психика ребенка каким-то опасностям? Или вообще при зависимости от гаджетов, как психика ребенка страдает? Эмоциональный фон, саморегуляция Конечно. и понятие времени.
Я думаю, так я бы ответила. Спасибо, да. Я бы очень хотел, чтобы Владимир коротко, Я бы тоже Да, действительно у нас хотел. коротко Да. прокомментировал Я тоже я наш уже давно диалог жду, когда здесь. Владимир скажет свое слово, потому что, ну, я смотрю и как бы... Да. Владимир, прокомментируйте, пожалуйста, по поводу гаджетов и детей. Слушая вас, я солидарен с коллегой, с психологом, и в то же время хочется добавить такие моменты, как связанные с ограничениями. То есть я бы ограничения вообще никакие не вводил бы, я бы ввел бы запланированное время на гаджеты. Объясню Идеально. почему. Идеально. Когда мы ограничиваем в чем-то, да, мы всегда хотим за эти грани выйти, за эти рамки. То есть нам всегда интересно, а что там, да. То есть нарушить правила ведь создаются, да, чтобы их нарушать, это же интересно, они там определенную вторичную выгоду там закрывают дети в этом. Поэтому как я работаю, когда ко мне обращаются, да, там и хоккеисты, и футболисты, ну, в общем, разного уровня спортсмены со всего мира, то когда родители мне говорят вот такую проблему, то я говорю, никаких ограничений, никаких запретов, сразу разрабатываем календарь, где вы вводите в график, да, ребенка, где он там условно просыпается, там, гигиена у него, школа, уроки, тренировки, репетиторы, и там должен быть где-то в календаре 20 минут, максимум 30. Обязательно. Все обвиняют тренеров, а я, допустим, не вижу причины весомого обвинения тренеров, если родители разрешают гаджеты использовать везде, а потом обвиняют, скажем, тренеров в секциях, да, ну здесь будем говорить про хоккей, потому что я в нем работаю, обвиняют меня, что дети используют, что я не ввожу какие-то правила. Причем сами позволяют это делать детям, а здесь почему-то в хоккее, придя ко мне, этого я должен Потому быть что как очень будто удобно палкой передать по башке. ответственность. Потому что очень удобно передать ответственность Я на только тренера. подумала об Пусть этом. тренер воспитывает, а я не знаю, что делать, я не знаю, как от гаджета его оттащить. Пусть тренер что-нибудь придумает, не знаю, клюшкой его ударит, там, папкой по голове, еще что-нибудь. Вот, поэтому здесь немного такая позиция, да, я отдал ответственность, значит, тренер пусть решает. Что бы я порекомендовал тренеру делать, это объяснить родителям, что гаджеты – это неплохо, это все равно, что игнорировать сейчас самолеты и автомобили и ходить пешком, да, по 10 тысяч километров. То есть, ну, сейчас век такой, да, мы развиваемся через гаджеты, мы обучаемся через гаджеты, мы прямо сейчас с вами общаемся через гаджеты, если что, да. То есть я сижу вообще за 1000 километров от вас и разговариваю с вами через гаджеты. Поэтому родителям нужно объяснить, что гаджеты – это не предмет, да, запрета, это нормально, но это нужно делать в определенных рамках. То есть с разрешением тренера. Если тренер после тренировки, хорошей тренировки, где спортсмен реально пахал и устал, и там, переоделся, не знаю, покушал и сделал какие-то свои там гигиенические дела, там душ сходил, там еще что-то, вот сейчас у него полчаса гаджета. Все, раздают телефоны, пусть смотрят мессенджеры, там, соцсети, играет, кто-то еще что-то делает. Все, с разрешением. Когда будет с разрешением, вы поразитесь тому, как спортсмены перестанут быть, так скажем, зависимыми, да, и тянуться туда, и бежать, обходить какие-то обходные пути искать для того, чтобы забрать этот телефон. Спасибо, да, это очень... Развернутый ответ. Да, очень классно, да, действительно послушать. Благодарю вас, Потому Владимир, что, да, за комментарий. я хотел сказать, что просто столько обвинений летит в адрес не только хоккейных тренеров, вообще в адрес школ, учителей, летят обвинения в футбольных секциях, баскетбольных, что за это все отвечают тренера, которые один бывает, ну, не знаю, на 30 детей, представьте, Родители просто хотят да? скинуть с себя ответственность. Ну, Вот и хотят, всё. потому что За мы счет сами не знаем, тренеров, что делать, за счет да. Да, и тренеров поэтому остальных. я здесь на стороне тренеров. Эти обвинения, Я тоже, считаю, между вообще- прочим, на стороне тренеров. Абсолютно. Это очень хорошо, что ты на моей стороне. Можно я еще тогда добавлю тоже к твоему вопросу тогда, да, как еще можно это регулировать? Тогда можно еще разговаривать с родителями и напоминать им о том, что вы все-таки работаете сообща. То есть не пинать шайбу одному и другому, да, ты это делаешь или ты, а у вас идет совместная работа. И постоянно вам нужно работать с родителями тоже. Я бы добавил еще по поводу телефонов, как тренеру действовать, потому что там чуть не завершил, там есть еще один этап очень важный, если, чтобы было уж прям полезно, если тренеры будут смотреть. Да, конечно. Да, я вас слушаю внимательно. Да, первый этап, что я сказал, что объяснить родителям, да, что все-таки гаджеты это нормально,
да, то есть не искать в этом какой-то камень преткновения, какую-то там злобу. И родители на самом деле почему-то скидывают ответственность. Да, вот мы же не задумываемся, в чем причина, что они хотят скинуть ответственность на тренера, потому что они не знают, как ограничить гаджеты. Вот. Как сделать так, чтобы ребенок меньше был гаджетов. Красавчик. А незнание, да, мы либо, мы чаще всего бежим от Красавчик. Молодец. Прямо в Помните точку момент, бьет. когда мы чего-то новое изучаем, мы сразу спать хотим, сразу посуду надо помыть, убраться и так далее. Начинается. Естественно. Поэтому здесь нужно дать знания родителям. А знание заключается, оно очень простое. Нужно тренерам просто собрать, сделать родительское собрание и объяснить, что, уважаемые родители, если ваш ребенок очень много заседает в гаджетах, как сказала моя коллега-психолог, что они туда убегают, все правильно, они компенсируют стресс таким образом. И если вы заберете у них вот этот способ компенсации стресса, то что вы им дадите? И опять же, моя коллега-психолог правильно сказала, должно быть что-то, что ребенок, чем он будет компенсировать этот стресс. Клюшка там, да, он в руки возьмет, еще что-то и так далее. Ну вот смотрите, Владимир, извините, что вас опять перебиваем, вы нас просто не видите, а мы вас зато прекрасно видим. И вот тут вопрос у меня есть, вот как у специалиста, у меня как бы есть задача сейчас выстроить адекватные правила по гаджетам, так скажем, да, которые, ну, реализуемы. Родительское собрание собирать на уровне клуба лучше сразу всех родителей обучать или вот ходить с каждым разговаривать? Вот Нет, лучше на уровне клуба. Устаньте вы просто совсем. Зачем Ну это вот вообще? Зачем это вообще делать? хочу Зачем вот, родителей собирать? да тебя собирать, чтобы тебе объяснить, блин. Я хочу, чтобы мой ребенок показывал результат, а не то, что мне это Так вообще вот, если не он надо. не будет сидеть в гаджетах, тогда он и покажет результат. А пока ты даешь ему все гаджеты, ничего он не покажет. А проблемных Покажет тебе родителей, только. вот таких, как в данном студии у нас сидит отец, да, который бьет своих детей, проблемных родителей ни в коем случае им индивидуально не выделять время. Их в рамках всех, со всеми, в общей массе с ними разговаривать. Потому что это их выгода в том, что они лично придут в кабинет тренеру и будут сидеть там, пить чай и разговаривать с тренером. Вот есть такая проблема еще. Давайте я сразу вот хочу у вас спросить, пока, как говорится, куй железо, пока горячо. Горячо, да. Да, вот, батя знает у нас. Конечно. Про железо. Я за тренера, между Про прочим. железо. Да. Как вот этого избежать, чтобы родители вообще перлись, грубо говоря, стучаться в тренерскую? Как-то можно какие-то правила установить именно родителям? Что вы посоветуете мне? Что вот мы не стучали в тренерскую? Илья, вот к вам курьеры приезжают домой? Ну, не только курьеры Смотря приезжают. какой, Да. смотря какой, Владимир. Ну вот представьте, курьер приходит к вам и заходит в обуви к вам домой просто. Да, вот следил там грязно. То есть почему-то он это не делает. Потому что он знает, что нужно там, не знаю, разуться перед. Да, там, вот у меня, например, при входе в квартиру у меня стоит полка для обуви. Люди там развиваются. Когда люди ко мне новые приходят, там сантехники, еще что-то, я говорю, вот, пожалуйста, здесь обувь снимать. То есть, когда к вам приходят новые родители, если уже это старое, то нужно провести собрание и объяснить новый регламент поведения, да, в связи с тренером, что приемные часы у тренеров такое-то время. Я готов там с вами поговорить. Либо мы на собраниях общаемся, если вы вообще не хотите индивидуально с ними общаться. Я бы хотел выразить огромную благодарность нашему специалисту-психологу Ирине. Ирина, большое вам спасибо за то, что прокомментировали насущные вопросы, за то, что ответили. Да. Да. Ждем вас снова, не прощаемся. Я могу на диван прыгнуть? Прыгни. Можно? Прыгни, ладно. Чтобы Владимира видеть. О. Да. Так, еще раз. Таким батей рядом опасно, блядь, сидеть. Давай. Еще раз большое спасибо Ирине. У нас в студии, как мы все помним, есть еще один специалист-психолог Владимир. Мы бы хотели ему задать несколько подготовленных нашей командой вопросов. Владимир, существует вот такое у родителей и у детей, что подросток игнорирует, отказывается общаться, становится или замкнутым, или агрессивным. Как вы можете прокомментировать, почему это возникает, почему вообще так происходит? По отношению к кому он становится замкнутым? К родителям? Да, или к родителям. К коллективу, к тренерам? К родителям? Да, к Ну, родителям. скорее всего, давайте поговорим, да, что в контексте... Да, давайте, можете прокомментировать как в контексте и отношений родителей и детей, и также тренера и детей. Да, треугольника, может, в контексте треугольника поговорим, очень интересно. Тройничок. Ну, смотрите, если мы говорим про подростковый возраст, то безусловно там есть некоторые такие вещи, которые, так скажем,
выливается из коммуникации с взрослыми. Ну, смотрите, если мы говорим про подростковый возраст, то, безусловно, там есть некоторые такие вещи, которые, так скажем, выливаются из общественного, из коммуникации со взрослыми, со сверстниками и так далее. Соответственно, если подросток начинает агрессивно общаться, либо наоборот он очень замкнутый, то это форма поведения, которая в определенном роде показывает то, что его не слышат, что с ним что его не понимают. И нужно учитывать, конечно же, что подростку на самом деле очень сложно развиваться, особенно если он занимается спортом, у него гормональные сбои, у него очень нестабильная психика в эти моменты, и на фоне, особенно если стресса от спорта, соревнований, игр постоянных, то причина того, что возникает агрессия, это как способ что-то получить. То есть если он, условно, видел в своей семье, как папа разговаривает с мамой, и папа говорит, не знаю, приберись, или постирай вещи, а мама не делает этого, и он начинает на нее ругаться, агрессивно с ней разговаривать, мама сразу же делает. Или он это видел, как делает папа с другими, со своими знакомыми, или в магазине, когда поругается с кем-то, и сразу делают, то он эту модель просто поведения перенял. Соответственно, он ее просто воспроизводит. Что делать родителям в таком случае? Я считаю, что родителям нужно всегда идти навстречу к подростку и находить компромисс, то есть уметь с ним договариваться. Не общаться с позиции сверху и в то же время не с позиции снизу, а глаза в глаза. То есть на одном уровне. И, соответственно, выходить с ним на компромисс и договариваться. Если, условно, ребенок агрессирует по поводу какой-то причины, не знаю, давайте, если у вас есть какой-то пример, то возьмем, чтобы более предметно обсудить. Ну, условно, забрали планшет, например. Можем такой пример разобрать? Ну, скажем, условно. забрали. Забрали гаджет. Может быть, батя, давай ты задавай. Вопрос. А вам не кажется, что в современном мире для родителей слишком много обязательств по отношению к ребенку? Нужно то сделать, это, пятое, десятое. У наших родителей такого абсолютно не было, когда мы были маленькие. Понимаете, о чем я? Есть разница в этом? Да, хороший вопрос. Я имею в виду воспитание, когда мы были маленькие, того времени, и в данный момент. Что настолько нужно к ребенку и это сделай, и то, чтобы он был радостный, нужно это сделать, то. Мне кажется, когда я был маленький... Это вопрос поколений. Давайте, Владимир, можете как-то прокомментировать? Такого не было настолько головной боли по поводу этого. Смотрите, головная боль – это на самом деле способность брать на себя ответственность, брать за себя умение, чему-то научиться, брать на себя знания. Но давайте мы вернемся на несколько веков назад, то человеку, у которого была эпилепсия, его сжигали на костре. То есть не было головы делать, как его лечить. Его просто сожгли, он демон, все там. А сейчас, соответственно, наши родители в советское время, они тоже особо не заморачивались. Я про это и говорю. Взял, пошел на тренировку, все, неважно. Расстроен ты, не расстроен, тревога у тебя. Но с другой стороны, мы же не можем своих родителей винить в этом, правильно? Конечно, мы не можем, наоборот, мы им благодарны. Они мы только благодарны. Там, где нет знаний. Они показали нам там точки роста, где они чего-то не знали. А само незнание, оно является таким стартером к тому, чтобы получить знания. Поэтому нам просто нужно знать, как действовать в некоторых ситуациях. Поэтому если мы вернемся к вопросу с агрессией, что ребенок агрессирует, это просто форма получения желаемого. Как условно страх, когда проявляется у кого-то реакция «беги», у кого-то «бей», у кого-то ступор просто стоит. Точно так же и здесь. Соответственно, нам нужно просто пойти на диалог с ребенком, сказать: хорошо, смотри, есть такие-то обязательства семейные. К примеру, тебе нужно убраться в комнате. Это семейное правило, это обязательство семейное. Соответственно, для того, чтобы убраться себе в комнате, тебе нужно вот это сделать. Он говорит: а я хочу поиграть. С ним договариваться. Извиняемся, мы вас, прибиваем. Тут уже, наверное, вопрос передачи ответственности, в каком возрасте и какую ответственность ребенку можно доверять, чтобы не передавить. Ту ответственность, которую можно передать, как понять, можно ли передать ответственность ребенку или нет, нужно смотреть, чтобы у него там получалось. 3 условно действия получается, одно не получается. К примеру, мы передаем ему ответственность, не знаю, за уборку комнаты.
да, и мы видим, что мы ему раз сказали комнату убрать, он не убрался, 2 сказали, 3, 5, 10, он не убирается. Значит, это очень большая задача. Это очень большая задача для него, да. И Ребенку как 46 лет. тогда сбавить эту задачу? То есть поэтапно показать ее... Мы ее разделяем. То есть мы Отдать слона и детдом. кушаем целиком. Да, в детдом его В сдать. детдом, в детдом, и все. Да, слона кушаем по кусочкам, в детдом не надо сдавать ребенка, да, мы просто берем, мы говорим, давай я могу тебе помочь, да, там, ты заправишь постель, а я там, не знаю, протру окна, например, да, там, условно говоря. То есть нужно развить просто задачу, которую он сможет съесть. И таким образом мы идем от большего к меньшему, либо, наоборот, от меньшего к большему, да, ну, соответственно, ищем такой некий баланс, чтобы ребенок все-таки справлялся. В большей степени он должно получаться. Вопрос. Я вот правильно понимаю, что это, в принципе, относится к мотивации. То есть мы должны своего ребенка мотивировать на что-то, правильно? Нет. То есть Но опять же, Мотивация вообще мы должны. я просто считаю так, что я не должен даже своего ребенка на что-то мотивировать, потому что если он хочет этим заниматься сам, это нужно как с фанатизмом относиться. Если он сам этого хочет, он будет этим заниматься, и никто не должен кого-то мотивировать, потому что часто я вижу вот ролики какие-то везде и так далее, что вот нужно ходить в зал, нужно заниматься этим спортом, другим, и какие-то мотиваторы должны. Я считаю, что если ты хочешь чем-то, ты должен сам это осознать без всякой мотивации со стороны. Да, здесь я с вами соглашусь. Что такое мотивация? Если мы посмотрим дефиницию слова мотивация, это побуждение к действию. А когда побуждение к действию закончится, что он будет делать? А он уже в КХЛ играет. А побуждения к действию в виде мотивации нет, например. Угу. Понимаете, папы нет, который стоит у бортика и кричит «давай вперед» и кулак ему показывает. Знаете, вот я сейчас хоккеистом, то есть папа тоже с такой проблемой столкнулись, что говорит, пока я сижу на трибуне, он там пешком ходит по льду. Только я подойду к бортику, он сразу начинает играть. То есть что мы видим здесь? Что ребенок играет для отца. То есть если мы хотим повторить историю американского теннисиста, как его, Андре Агаси, да? Если я правильно назвал имя по Андре Агаси, да, когда он Майкл Джордан. был на первой строчке мирового рейтинга, и говорит, я ненавидел просто теннис, потому что я играл для отца, ему нужно было это. И человек свалился на 141-ю строчку. Потом очень сложная реабилитация, было восстановление, но опять же там... Интересный факт, между прочим. Но я знаю случаи, когда вот подобное то, что вы описываете, приводит не к реабилитации, а приводит к И к это таким, случалось да. просто Я вот просто более в моей успешный карьере. кейс. Более успешный кейс назвал. Потому что если мы начинаем мотивировать, то в этот момент, то есть мотивация, например, к игре в хоккей, то в этот момент играет в хоккей не ребенок, а отец. Потому что он берет на себя важность. Это важно для родителя. Собирайся вовремя, чтобы пришли на тренировку, на все сборы, на все игры. Да, и везде отец, прям везде отец и все напоминает, все, что нужно делать, и мотивация, и там топливо поддает, да, там ребенку. То Он есть в имеет этот в виду, момент что играет отец должен отец, быть или просто как бы отец проявляет? Не должен. Не должен. Но отец, должно быть. на всех играх отец в большинстве случаев, правильно, по статистике? По статистике никто не знает. Статистику только ты ведешь. А воспевают, Потому что только ты считаешь голы, только ты считаешь голы сына. А надо Да мой сын вообще распиздяй. Это отдельный вопрос. А почему он распиздяй? Как-нибудь вернемся к этому вопросу скоро. Если вы показываете, что для вас важен хоккей, если отец или мама показывает, что для них важный хоккей, все, это предмет для манипуляции со стороны ребенка. То есть если родители показывают, что для него важен хоккей, важен результат, то это предмет как для манипуляции со стороны ребенка. Он будет всячески манипулировать, и тогда уже там и мотивация начинается, и айфоны, и все такое. Потому что что? Но если ребенок водолей, мы делаем снисхождение, да, в плане манипуляций? По знакам зодиака я вам не подскажу. Хорошо. Но а что вообще, Владимир, по вашему мнению, здоровая мотивация? То есть как помочь ребенку, например, полюбить какой-то тот или иной вид спорта? Здоровая мотивация, где он получает результат и удовлетворяется этим. Тренер крикнул «молодец» по плечу. И нездоровая мотивация. Нездоровая мотивация – это, наверное, когда вот давай заиграй, я не знаю, куплю тебе яхту. Че яхту? Это ты Хотя бы. Это покупаешь любовь. Я куплю тебе гаджет. А здоровая мотивация, я думаю, если, я не знаю, я не психолог, я не претендую
на эту степень, там, ни на какую докторскую. Но я бы мотивировал своего ребенка, я бы постелил, не знаю, ну, какие-то баннеры ему просто хоккейные. Если вот, допустим, у него, ну, у родителей есть желание, чтобы ребенок выбрал именно какой-то конкретный вид спорта, допустим, хоккей, я бы повесил, нашел кумиров, повесил какие-то баннеры, плакаты, постелил бы Обычно ковер. этим ребенок Ну вот да, занимается, да? Нет, обычно это батя занимается Зачем этим. батя это делать? Я, Ну например, да, когда как ты был хочешь, чтобы маленький, он я в сам НХЛ играл? вырезал каких-то своих любимых этих героев из спорта. Ну, и я не ставил знаю, сам. может быть, он... Все-таки вот с точки зрения Владимира, здоровая мотивация это как? Это результат, да? Здоровая мотивация – это результат, который ребенок сам получает. Здоровая мотивация – это когда мы дарим подарки ребенку просто потому, что он есть. Просто потому, что он мой ребенок, и я его люблю. Да, то есть подарок не присвоен какому-то ему результату. Какой-то победе, да, там, Кубок Стэнли, там еще что-то. Нет, все, вот он просто есть. Я ему купил яхту, потому что я люблю тебя. А когда мы дарим подарки, мотивируем этими айфонами, там, планшетами, еще чем-то, когда он побеждает и что-то достигает, мы говорим ему: смотри, я люблю тебя и принимаю тебя только тогда, когда ты чемпион. И представьте теперь, насколько страшно ему не быть чемпионом, а быть лузером. Насколько страшно. И вот вам, пожалуйста, первая причина, одна из главных причин мандража, страхов и скованности во время игры. Ну, это уже страх не оправдать ожидания родителя, уже Да. получается. Быть отвергнутым. То есть страх быть не отвергнутым, принятым да. в семье. Ну да, они по итогу в хоккейных школах или командах, назовите как угодно, мы видим, что более талантливые дети хватают шайбу и бегут через все поле вообще вразрез концепции командного спорта. И причем это во всем мире происходит, что родители мотивируют детей, даже финансово. Мне кажется, Дают денег. Зачем ты деньги за голы даешь? Он Знаешь, тебя что я тебе спрашивает. скажу? Мне кажется, дети – это лучшие вложения, потому что, когда ты их мотивируешь, для чего ты это делаешь? Он начнет лучше играть, ты в него вкладываешься, потому что он потом начнет зарабатывать деньги, которые… Это как бизнес, понимаешь? Ну, у тебя получается тогда сын как проект, а не как сын. Я не знаю, Владимир, что вы думаете? Ну, с меркантильной точки зрения, если хочется уж так родитель, на правах родителя и воспитать ребенка, который потом будет в будущем приносить деньги, а представьте, отношения испортятся. И все это потом начнется выливаться ребенку, или у него не получится. Ну, так Да, вы что же я в тебя прекрасно знаете, Владимир, что… столько денег вложил, а ты ничего там не Ребенка не нужно ставить в отношениях на первое место, потому что я же все равно со своей женой, допустим, останусь. А ребенок уйдет, 18 лет исполнится, он выпорхнет из хаты, и все там по своим делам. А я останусь со своей супругой, поэтому ребенок не ставится на первое место, это тоже нужно учитывать. Возможно. Не знаю, я, может быть, даже и соглашусь с тобой, батя, тут. Какой бы ты ни был, лютый. Выпорхнет это точно. Мне бы хотелось, на самом деле, еще одну точку зрения спросить вот у Григория. Да. Григорий, было ли в твоей практике такое, что отец или кто-то из родителей как-то проявлял нездоровую мотивацию? Моя мама, наоборот, она мне давала как бы больше свободы, и я занимался тем, что я хотел делать. И, например, вот дома, когда я был маленьким, у меня, получается, был лед хоккейный такой специальный, была клюшка, и я постоянно там в свободное время бросал. Но когда, например, по своему желанию, например, если мне скажет это отец, то я не захочу это делать. Наоборот, не знаю, как это так выходило, что ли, назло или это, но если, например, мне вот именно прям скажут «иди бросай», я вообще не пойду. Давайте просто, наверное, отдадим честь уважения матери. Да. 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 Как всегда, в принципе. Как всегда, в принципе. Всегда матери оказывается... Да. Долг Да. отца никогда не воспевается в этом мире. Ну, такого точно. С чего бы, друг? Ну, да. Точки зрения матери и отца не часто расходятся, это вполне нормальная ситуация, но не нормально для ребенка, потому что если взрослые расходятся в точке зрения, да, своей, то ребенок буквально становится между, он не знает, какую точку зрения принимать, и часто у таких детей, у взрослых уже в жизни тоже проявляется очень часто нерешительность, они долго зависают в решении вопросов каких-то, в принятии решения.
И им буквально страшно принимать какие-то новые решения или заниматься новым видом деятельности, да, условно, там, открыть какое-то дело, там, еще что-то, потому что они видели, как мама и папа колеблились, да, и как они спорили, как они ругались на повышенных тонах, а любая ссора родителей – это угроза безопасности ребенка. И он всегда считает себя причиной ссор родителей. Хотелось бы подытожить. Денис, вопрос к вам. После вот этих долгих дискуссий и дебатов повлияли ли мы как-то на ваше отношение к своему сыну? Нет. Не, ну ты же понял, что не надо его бить. Ну, естественно, нормально объяснили, понял. понятно же объяснили, что не надо То, что его когда долбить, ты убьешь, Да, он наоборот ошибка на всё-таки противоположном. наоборот, да. есть. То, что наоборот, когда Да. тебе указывают, ты наоборот не захочешь это делать. Да нет, здесь немножко другой нюанс. Я просто задумался о своем. И... Да, но, к сожалению, это жизнь, и так бывает. Иногда бывают люди, которым даже не авторитет ни специалисты, ни психологи, ни тренера. Но скоро мы вернемся, и вы узнаете, когда не поздно все исправить, как не потерять деньги, достоинство, а самое важное – отношения с вашим ребенком. И попутно мы раскроем пару секретов, о которых принято говорить только шепотом. Это Icecast. Тут играют все.